Толстую ниточку для одежды не берите. Вяжем мы также крючком 1,75. Куколку мы пока маленечко отодвинем. Мы начнем вязать с вами с кофточки. Закрепляем нитку и набираем цепочку из воздушных петель. Так, набираем 30 воздушных петель. Раз, 32. Набрали цепочку из воздушных петель. Теперь мы берем нашу куклу и по кукле померяем. Ну, я думаю, что в принципе достаточно. У вас может получиться другое количество петель. Может быть, вы захотите больше сделать ворот. Так, куколку мы пока убираем. Набираем еще 2 петли подъема. Раз, два. Кофточку мы с вами будем вязать столбиками с одним накидом. Начинаем вязать с 3-й петельки от крючка. Раз, два, три. Делаем накид, провязываем столбик. В следующую петельку делаем прибавку. Провязываем 2 столбика с одним накидом. Первый столбик и в эту же петельку второй столбик. И так мы чередуем ряд. Провязываем 1 столбик, в следующую делаем прибавку. Получается, мы делаем с вами прибавку через 1 столбик. И так довязываем до конца ряда. Провязали мы с вами ряд, делая прибавки через 1 столбик. Дальше делаем 3 воздушные петли подъема. Раз, два, три. Поворачиваем вязание. И нам сейчас нужно будет провязать 2 ряда столбиками с накидом. Провязываете первый ряд столбиками с накидом. Делаете 3 воздушных петли подъема. Переворачиваете и вяжете второй ряд. Вяжем столбиками с накидом 2 ряда. Провязали мы с вами 2 ряда. Опять делаем 3 петли подъема. Раз, два, три. Поворачиваем вязание. И в следующем ряду мы с вами будем делать прибавку через 4 столбика. Провязываем 4 столбика и делаем прибавку. И так вяжем до конца ряда, делая прибавки через 4 столбика. Ряд вяжем также столбиками с одним накидом. Провязали мы с вами ряд с прибавками. Сейчас мы примеряем на куклу. Вот так у нас получается. И дальше нам с вами нужно будет распределить столбики, чтобы сделать рукава. Я посчитала, у меня получилось 54 столбика. 54 столбика мы с вами делим на 3. И у нас получается по 18 столбиков. Сейчас мы распределим наши 54 столбика. Так, вот здесь вот у нас будет передняя часть. Я напишу перед. Здесь у нас с вами спинка. Спинка. И вот здесь у нас получается рукава. Один и второй. У нас также вот здесь получается перед. Вот это спинка. Так, спинка у нас здесь будет застежечка. Мы ее разделим пополам. И сейчас мы распределим столбики. На перед у нас получается 18 столбиков. Спинка у нас тоже 18, но так как мы ее разделили пополам, 9 сюда столбиков и 9 сюда столбиков. И по 9 столбиков у нас получается на рукава. Все, вот так вот мы с вами распределили столбики. Сейчас мы будем вязать. Делаем 3 петли подъема. Раз, два, три.
поворачиваем вязание. Вот эти 3 петли подъема мы с вами будем считать за первый столбик. Со спинки мы с вами провязываем 9 столбиков. Один столбик мы с вами провязали, провязываем еще 8. Делаем накид и провязываем 8 столбиков. 1, 8. Вместе с петельками подъема посчитайте 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. У нас получилось 9 столбиков. Теперь мы с вами делаем 2 петли подъема. 1, 2. Пропускаем 9 столбиков и вяжем в десятую. Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вяжем в десятую. Делаем накид и провязываем столбик с накидом. Дальше у нас с вами по передней части получается 18 столбиков. Опять же, первый вот этот столбик мы с вами посчитаем, и нам дальше нужно будет провязать еще 17 столбиков. И в общем у нас получится 18. Значит, первый провязали, вяжем еще 17 столбиков. Делаем накид. 1, 2, 17. Посчитайте вместе вот с этим первым столбиком у нас с вами должно получиться 18 столбиков. Опять делаем 2 воздушных петли, пропускаем 9 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и вяжем столбик с накидом в 10-ю петельку. Провязали и довязываем до конца ряда. Вместе вот с первым этим столбиком у нас здесь должно получиться 9 столбиков, то есть мы один провязали, еще вяжем 8 до конца ряда. Вывязали мы с вами рукава. Сейчас мы на куклу примеряем. Вот что у нас с вами получается. Так, следующий ряд у нас. Делаем опять 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Поворачиваем вязание и провязываем этот ряд столбиками с накидом. Не забывайте провязывать вот по 2 воздушным петелькам, которые мы с вами сделали на одной стороне рукава и на другой. Провязываем полностью ряд. Провязали мы с вами ряд. Делаем 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Поворачиваем ряд. И в следующем ряду мы с вами будем делать прибавки. Прибавку мы будем делать через 7 столбиков. Провязываете 7 столбиков и делаете прибавку. И так до конца ряда. Сделали прибавки. Делаем опять 3 воздушных петли. Поворачиваем и провязываем ряд столбиками с накидом. Ряд провязали. Делаем 1 воздушную петлю, поворачиваем. И теперь мы нашу кофточку полностью по всему кругу обвязываем столбиками без накида. Обвязываете низ, потом боковые части, бок. Вот эту ниточку нужно будет запрятать, чтобы ее не было видно. Обвязываем вверх и вторую часть спинки. Обвязываем столбиками без накида. Обвязали мы кофточку. Я ниточку закрепила и спрятала. Давайте мы ее оденем на куклу. Перевернем. Здесь можно пришить пуговки, если хотите.
Я сделала вот такую вот цепочку из воздушных петель. У меня получилось где-то 100 воздушных петель. И я хочу этот шнурочек вставить и наверху завязать. Мы вязали с вами столбиками с накидом, и у нас вот здесь получились отверстия. И вот в них мы сейчас будем вставлять шнурочек. Я взяла крючок маленько потолще, чтобы было удобнее. Вот так вот. И вот так вот мы с вами сделаем крест-накрест. И еще раз. Давайте вот так вот сейчас сделаем, выведем. Так, я переверну, потому что мне маленечко неудобно. Так, здесь подтягиваем. Теперь выведем. Давайте, может, вот так вот повернуть вам, чтобы было видно. Так, теперь в эту сторону еще. И вот до верха выводите и завязываем здесь на бантик. Шнурочек я вставила, здесь завязала на бантик. Куколку переворачиваем. И вот такая у нас кофточка. Кофточку мы с вами связали. Теперь будем вязать брючки. На брючки я взяла вот такую зеленую ниточку. Набираем цепочку из 50 воздушных петель. Закрепляем нитку и набираем 50 воздушных петель. Раз, 52. Набрали 50 воздушных петель. Берем нашу куклу и меряем. У нас еще ниточка растянется. Так, повыше чуть-чуть. Вот так вот получается. У вас может получиться больше либо меньше воздушных петель. Теперь нам цепочку из воздушных петель нужно будет сомкнуть. Ровненько соединяем, не переворачивая, чтобы она у нас не перевернулась. Так, делаем соединительный столбик. Так, сейчас я попаду. Так, сомкнули. Дальше набираем 3 воздушных петли. Раз, два, три. И провязываем ряд столбиками с одним накидом. Делаем накид, провязываем столбик. Опять накид и дальше вяжем. Так вяжем по кругу. Довязали ряд мы с вами до конца столбиками с накидом. Теперь делаем соединительный столбик в третью петельку воздушной петли. Раз, два, три. Делаем соединительный столбик. Набираем опять 3 воздушных петли. Раз, два, три. Следующий ряд мы с вами тоже вяжем столбиками с накидом. У нас брючки
полностью будут связаны столбиками с накидом, но следующий ряд мы с вами вяжем за вот эту заднюю полупетельку. Делаем накид и провязываем столбик. Опять накид и вот за петельку заднюю провязываем. Так целый ряд. Довязали ряд до конца. Опять делаем соединительный столбик в третью петельку воздушную. 3 петли подъема. 1, 2, 3. И дальше нам с вами нужно будет провязать 3 ряда столбиками с накидом. Когда будете вязать, не забывайте в конце ряда делать соединительный столбик и 3 воздушных петли подъема. Вяжем 3 ряда и вяжем уже за обе петельки. Провязали мы с вами 3 ряда. Делаем 3 воздушных петли опять. 1, 2, 3. И провязываем. У нас 50 столбиков. Нам нужно провязать 25 столбиков. 1, 2, 3 и 25 столбик. Провязали 25 столбиков. Теперь мы соединяем в третью воздушную петельку, делаем соединительный столбик. Это сейчас мы с вами будем вязать первую штанину. Делаем 3 воздушных петли. 1, 2, 3. И дальше нам с вами нужно будет, у нас вот здесь 25 столбиков, провязать 9 рядов по 25 столбиков. Вяжем также столбиками с накидом. В конце каждого ряда не забывайте делать соединительный столбик и 3 петли подъема. Провязали 9 рядов. Делаем 1 воздушную петлю подъема и следующий ряд провязываем столбиками без накида. Ряд провязываем, нитку закрепляем и обрезаем. Ниточку я соединила соединительным столбиком и закрепила. Теперь, чтобы ее не было видно, мы прошьем вверх и закрепим. Хорошо подтягиваем и еще раз можно. Ниточку обрезаем. Так, одну штанину мы с вами связали. Сейчас я вам покажу, как мы вторая. Вторая вяжется точно так же. Нам нужно будет подсоединить ниточку. Закрепляем. Так, набираем 3 воздушных петли. А, так, одна у нас есть, значит, еще 2. 1, 2. Вот этот хвостик можно проложить сверху, чтобы его закрепить. Провязываем также 25 столбиков с накидом. 1. Провязали 25 столбиков. Также делаем соединительный столбик. Так, сделали соединительный столбик. Набираем 3 воздушных петли. И вторую штанину вяжем точно так же, как и первую. Провязываем 9 рядов. Последний ряд, 10-й, провязываем столбиками без накида. Вяжем самостоятельно. Вот такие брючки у нас получились.
Здесь посерединке, так как мы с вами делали воздушные петельки, у нас образовалась такая дырочка. Берем обычную швейную иголку ниточки и так вот нужно будет прошить ножки. Я здесь зашила, ничего не видно у нас. Сейчас мы с вами еще вставим шнурочек. Я уже набрала цепочку из воздушных петель. У меня получилось 130 воздушных петель. И вот такой шнурочек. Находим серединку. Вытаскиваем шнурочек. И сейчас будем его продевать через 3 столбика. 1, 2, 3. Вытаскиваем. Опять 3 столбика. 1, 2, 3. И так по кругу подсоединяем. Брючки мы с вами связали. Я уже их одела. Давайте посмотрим. Вот такая у нас куколка получается. Дальше мы с вами будем вязать башмачки. Дальше мы с вами будем вязать туфельки. Подошва для туфелек вяжется так же, как и подошва для ножки с 1 по 5 ряд. Я уже провязала 5 рядов, и мы с вами вяжем следующий 6 ряд. В 6 ряду мы с вами сначала сделаем 2 прибавки через 4 столбика. Провязывайте 4 столбика, делайте 1 прибавку, потом 4 столбика, 2 прибавку. 1, 2 прибавка. Сделали 2 прибавки через 4 столбика. Далее провязываем 6 столбиков. 6. 1. Дальше вяжем. Делаем мы 3 прибавки через 4 столбика. 1. Сделали мы с вами 3 прибавочки через 4 столбика. Далее провязываем 10 столбиков и делаем еще 1 прибавку. Мы с вами сделали 6 прибавок. У нас по кругу 48 столбиков. И следующий 7 ряд мы вяжем без изменения 48 столбиков. Провязали ряд. Дальше мы с вами провяжем еще 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Маркер отсюда извлекаем и ставим вот сюда на серединку. Теперь нам нужно с вами поменять нитку. Можете вязать в одном цвете, если хотите. Так, ниточку поменяли. Я эти 2 ниточки проложу сверху. И следующий ряд мы провязываем без изменения уже другой ниточкой, также 48 столбиков. 9 ряд. Этот ряд мы будем с вами вязать за задние полупетельки. Вот за эти петельки. У нас также 48 столбиков. И 9 ряд вяжем 48 столбиков за задние полупетельки. Дальше мы с вами вяжем 6 рядов по 48 столбиков, но вяжем уже за обе петельки. Провязали мы с вами 6 рядов, вяжем следующий, у нас получается 16 ряд. Провязываем 18 столбиков. 18. Провязали 18 столбиков. Дальше мы с вами делаем подряд 6 убавок и довязываем до конца ряда оставшиеся 18 столбиков. Первая убавка. Мы с вами сделали 6 убавок. У нас по кругу 42 столбика. И вяжем следующий 17 ряд. Провязываем 33 столбика. Провязали 33 столбика. Дальше мы с вами будем вязать ремешок. Делаем воздушную петлю, поворачиваем,
Провязываем 3 столбика. 1, 2, 3. Опять воздушную петлю и опять поворачиваем. У нас с вами ремешок из 3 столбиков. Нам нужно будет провязать такими поворотными рядами 6,5 сантиметров. Провязали ремешок, делаем воздушную петлю, поворачиваем, набираем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и провязываем последнюю петельку, столбик без накида. Делаем соединительный столбик, ниточку закрепляем и обрезаем. Это мы с вами сделали петельку. Теперь вставить можно нитку в иголку и запрятать с изнаночной стороны ниточку, чтобы ее не было видно. Одну туфельку связали. Я вот здесь пришила бусинку, можете пришить пуговку. И нам нужно будет связать еще второй башмачок. У меня он уже связанный. Здесь ремешок нам нужно будет связать с другой стороны. Когда будете вязать последний 17 ряд, провязывайте его полностью до маркера. Дальше провязываете 11 столбиков, делаете воздушную петлю и вяжете поворотными рядами по 3 столбика, также 6,5 сантиметров. Вяжите второй башмачок. Нам с вами осталось связать сумочку. Я взяла желтую ниточку. Закрепляем нитку и набираем 10 воздушных петель. 1. Начинаем вязать со второй петельки от крючка. Провязываем 9 столбиков. 1, 9. Делаем воздушную петлю и поворачиваем. У нас с вами 9 столбиков. Нам нужно провязать поворотными рядами 8 сантиметров. Провязали мы 8 сантиметров. Делаем воздушную петлю, поворачиваем. Первую петельку пропускаем, вяжем со второй петельки. Провязываем 6 столбиков. 1, 6. Теперь эту петельку пропускаем. Следующую столбик вяжем в следующую петельку. Делаем воздушную петлю, поворачиваем. Опять первую петельку пропускаем, вяжем во вторую. Так, дальше мы с вами делаем 2 воздушных петли. 1, 2. 2 петельки пропускаем, первую, вторую, вяжем в третью. Здесь опять следующую петельку пропускаем, вяжем во второй столбик. Мы с вами вот здесь сделали такую петельку. Теперь нам нужно будет обвязать полностью столбиками без накида. Обвязываем по кругу. Обвязали столбиками без накида. Я здесь сделала соединительный столбик и ниточку запрятала вовнутрь. Сейчас мы сумочку сложим. И по желанию можно шить либо такой же ниточкой. Я возьму зеленую нитку, чтобы шить сумочку. Нам нужно будет с этой стороны сшить ее и с этой. Вот такая получилась сумочка. Здесь еще нужно будет пришить пуговку либо бусинку.
И нам осталось сделать ремешок. Берем двойную нитку, крючок побольше и набираем 42 воздушных петли. Набрали цепочку из 42 воздушных петель. Ниточку я закрепила. И теперь наш ремешок нужно будет закрепить. Выводим на изнаночную сторону ниточки и закрепляем с одной и с другой стороны. И вот с этой стороны также выводите на изнаночную сторону. Здесь можно еще ниточку пропустить через несколько петелек, завязать на узелок и обрезать ниточки. Вот мы с вами связали куклу, одели ее. Вот такая красивая получилась девочка. Мне было очень приятно, что вы вязали вместе со мной. Жду вас на новые мастер-классы. Веселых и легких вам петелек!